Черное море скрывает на своем дне тысячи кораблей. Но один из них — это не просто памятник морской катастрофе. Это подводный саркофаг, который стал символом крушения целой империи. 31 августа 1986 года. Советский Союз все еще не может оправиться от шока Чернобыльской катастрофы, случившейся всего 4 месяца назад. Страна живет в состоянии постоянной тревоги. Но здесь, на юге, в бархатный сезон, жизнь кажется беззаботной. Гордость Черноморского флота, гигантский круизный лайнер «Адмирал Нахимов», отшвартовывается от причала порта Новороссийск. На его борту 1234 человека. Элита советского рабочего класса, партийные функционеры, военные и их семьи, наслаждающиеся роскошным круизом. Музыка, танцы на палубе, теплое Южное море. Через несколько часов этот плавучий дворец превратится в братскую могилу. Он пойдет на дно всего за 8 минут, унеся с собой в черную бездну 423 человеческие жизни. Советская пресса назовет это трагической случайностью, ошибкой судоводителей. Но если мы поднимем рассекреченные архивы, изучим физику повреждений, обратим внимание на 40-минутное радиомолчание после удара и на то, кого именно лайнер ждал в порту, мы увидим совсем другую картину. Мы увидим, как системная коррупция, инженерная деградация судна и каприз одного генерала, КГБ, создали математически безупречную формулу смерти. Вы на канале «Код доступа». Сегодня мы погружаемся на глубину 46 метров, в Цемесскую бухту, чтобы вскрыть тайну гибели адмирала Нахимова. Чтобы понять, почему лайнер затонул так чудовищно быстро, нужно перемотать время на 60 лет назад. В 1925 год адмирал Нахимов не был советским судном. Он был рожден в Германии на Бременской верфи под именем СС «Берлин». Трансатлантический лайнер высочайшего класса. Немцы, наученные горьким опытом гибели «Титаника», заложили в этот корабль феноменальный запас прочности. Он мог оставаться на плаву даже при затоплении 2 огромных смежных отсеков. Но история этого судна — это история корабля-зомби. В 1945 году, во время эвакуации нацистских войск, этот корабль уже умирал. Он подорвался на минах и лег на дно у берегов Польши. Через 2 года советские спасатели подняли его ржавый остов со дна и забрали по репарациям. А дальше начинается инженерное преступление. В 50-х годах в Восточной Германии судно начали капитально перестраивать. Советскому Союзу нужен был роскошный круизный лайнер для элиты. Но старый немецкий проект не предполагал больших танцевальных залов и ресторанов. И тогда советские и немецкие проектировщики принимают фатальное решение. Чтобы расширить каюты и салоны, они просто вырезают часть водонепроницаемых переборок из чрева корабля. Запас непотопляемости был уничтожен. Если раньше корабль выживал при пробитии 2 отсеков, то теперь только одного. Удар в стык между отсеками означал гарантированную, необратимую смерть. Но и этого показалось мало. В 1966 году в погоне за комфортом прямо на верхней шлюпочной палубе устанавливают открытый плавательный бассейн вместимостью в десятки тонн воды. Любой студент-судостроитель знает, установка огромной массы на самом верху старого судна критически смещает центр тяжести. Метацентрическая высота лайнера была убита. Корабль стал валким. Малейшая потеря равновесия, и он мгновенно ляжет на борт. К лету 1986 года адмирал Нахимов был 61-летним стариком. Усталость металла, износ механизмов. В июне 1986 года комиссия Министерства морского флота официально признает его непригодным к дальнейшей эксплуатации. Его приговорили к списанию. Но руководство Черноморского пароходства под угрозой невыполнения коммерческих планов заставляет обреченное судно выйти в свой последний летний сезон. Корабль-призрак отправился собирать свою жатву. 31 августа 1986 года. Порт Новороссийск. На часах 22:00. Это точное время по расписанию, когда адмирал Нахимов должен был отдать швартовы и выйти в море курсом на Сочи. Морское расписание – это не расписание автобусов. Это сложнейшая математическая сетка, учитывающая трафик огромных балкеров и танкеров в узкой горловине Цемесской бухты. Выход по часам гарантировал безопасный коридор. Но лайнер не сдвинулся с места. Ни в 22:00,
ни в 22:15, ни в 22:30. Капитан судна, опытный моряк Вадим Марков, получает жесткий приказ от портового начальства – ждать. Кого могло ждать судно с более чем 1000 людей на борту, нарушая все мыслимые портовые регламенты? Ответ на этот вопрос десятилетиями старательно вычищали из протоколов следствия. На борт опаздывал высокопоставленный номенклатурный функционер, начальник управления КГБ Украинской ССР по Одесской области, генерал госбезопасности. Система советских привилегий сломала навигационный график. Задержка составила около 45 минут. Именно этих 45 минут не хватит адмиралу Нахимову, чтобы спокойно разминуться со смертью. Около 22:45 пароход, наконец, отваливает от пирса. Стоит душная, жаркая южная ночь. Вентиляция на списанном судне работает отвратительно. Пассажиры нижних палуб задыхаются от жары. Экипаж идет на нарушение устава и разрешает открыть 90 бортовых иллюминаторов, находящихся в опасной близости от ватерлинии. Запомните этот факт. Это заряженное ружье выстрелит очень скоро. В 23:00 береговой радарный пост связывается с капитаном Марковым и предупреждает: навстречу в бухту заходит огромный сухогруз Петр Васев. Два капитана связываются по рации и договариваются разойтись правыми бортами. Ситуация кажется штатной. И в этот момент капитан Марков совершает должностное преступление. Находясь в узкой бухте, при расхождении с огромным судном, он просто уходит с капитанского мостика. Он спускается в адмиральский салон. Зачем? Негласные правила советской номенклатуры обязывали капитана лично приветствовать высокопоставленного гостя из КГБ. Уважение к генералу оказалось важнее безопасности судна. На мостике остается второй помощник – Александр Чудновский. Он остается один на один с надвигающейся катастрофой. Навстречу пассажирскому лайнеру движется «Стальная гора» – Балкер Петр Васев. 41 000 тонн металла, загруженная под завязку канадским ячменем и овсом. На мостике сухогруза стоит капитан Виктор Ткаченко. В его распоряжении новейшее чудо техники – японская система автоматической радиолокационной прокладки, сокращенно САРП. Это дорогой компьютер, который рассчитывает курс встречных судов и показывает их векторы на зеленом экране. И здесь разыгрывается классическая психологическая трагедия, которую сегодня изучают на курсах безопасности полетов и мореплавания. Феномен радарного гипноза. Капитан Ткаченко полностью отключился от реальности. Он перестал смотреть в окно. Он перестал смотреть на море. Он смотрел только в зеленый монитор. Но техника 80-х годов имела фатальный баг. САРП обрабатывала данные с задержкой в несколько минут. И когда помощник Чудновский на Нахимове понял, что суда идут на столкновение, и начал отворачивать влево, японский компьютер на сухогрузе этого просто не понял. Экран Ткаченко упрямо показывал, что корабли разойдутся чисто. 23:10. До удара остаются считанные секунды. Второй помощник Чудновский на пассажирском лайнере смотрит в иллюминатор и видит, как прямо из темноты на него надвигается многоэтажная стальная стена бульбообразного носа сухогруза. Чудновский в панике кричит в рацию: «Немедленно полный назад! Вы идете прямо на нас!» Услышав истерику в радиоэфире, капитан Ткаченко, наконец, отрывает взгляд от японского монитора и смотрит в реальное окно. Прямо перед ним, закрывая горизонт, сверкает тысячами огней пассажирский лайнер. Ткаченко бледнеет. Он рвет ручку телеграфа на себя. «Полный назад!» Но физика неумолима. Инерцию 41 000 тонн, идущей со скоростью 9 км в час, невозможно остановить реверсом винта. Эта стальная гора тормозится километрами. У них оставались лишь метры. 23:12. Удар. Нос сухогруза врезается в правый борт адмирала Нахимова под прямым углом. Он пропарывает обшивку старого немецкого судна так, словно это фольга.
образуется колоссальная пробоина. 84 квадратных метра, почти 900 квадратных футов рваного металла. И самое страшное, удар приходится точно в стык между котельным и машинным отделениями. Те самые переборки, вырезанные в 50-х годах, уже не могли удержать воду. Океан под невероятным давлением врывается в два самых больших отсека судна. Вода мгновенно затапливает главные генераторы. Происходит блэкаут. Полное обесточивание судна. И этот блэкаут запускает следующий механизм смерти. По уставу, в случае пробоины должны были опуститься массивные клинкетные двери, герметичные переборки, запирающие воду. Но на Нахимове они работали от электрогидравлики. Нет тока, нет гидравлики. Двери остались открытыми настежь. Корабль превратился в сквозную трубу. На 40 секунд запускается аварийный дизель-генератор. Палубы на мгновение освещаются, позволяя людям в панике выбежать из кают. Но через 2 минуты вода добирается до главного щита аварийного генератора. Свет гаснет навсегда. 1200 человек оказываются в абсолютной, кромешной, непроглядной темноте внутри тонущего железного лабиринта. Тот самый злополучный бассейн на верхней палубе делает свое дело. Смещенный центр тяжести валит корабль на правый борт. Крен достигает 20 градусов. И в этот момент под воду уходят те самые 90 открытых иллюминаторов. Они превращаются в 90 дополнительных пробоин, через которые Черное море с ревом забирает корабль на дно. Экипаж пытается спустить спасательные шлюпки, но на левом борту это невозможно. Корабль завален в другую сторону, шлюпки висят над палубой. А на правом борту происходит нечто такое, что заставит следователей позже вздрогнуть. Шлюпбалки правого борта оказались намертво заклинены. Оказалось, что матросы годами перед каждой комиссией просто покрывали эти механизмы новыми слоями свежей белой краски, даже не пытаясь их смазывать или проверять. Механизмы слиплись в единый бетонный комок краски и ржавчины. Спасательные шлюпки стали памятниками советской бюрократической показухи. 23:20. Всего через 8 минут после удара пароход «Адмирал Нахимов» полностью исчезает под водой. Сотни пассажиров остались навсегда замурованными в узких темных коридорах нижних палуб. А теперь мы подходим к самым мрачным тайнам этой катастрофы. Лайнер затонул в 23:20. Сотни людей барахтались в мазуте, кричали и умирали в ночной воде. Но капитан сухогруза Виктор Ткаченко не передал в эфир международный сигнал бедствия «Мэйдэй». Он не сообщил диспетчеру порта о столкновении ни через минуту, ни через 5. Он вышел на связь с портом только в полночь, спустя 40 минут после удара. Чем он занимался эти 40 минут, пока люди гибли в воде? Аналитики КГБ позже зафиксируют версию, которая никогда не войдет в официальное дело. В эти 40 минут Ткаченко связывался по закрытым ведомственным каналам с руководством Черноморского пароходства в Одессе. Судовладельцам нужно было время, чтобы согласовать первичную версию, зачистить документацию о непригодности Нахимова и скрыть факт наличия на борту генерала КГБ. Для правительства Горбачева эта катастрофа стала имиджевым ударом. Прошло всего 4 месяца после взрыва Чернобыльской АЭС. Там власть молчала до последнего, пока радиация не накрыла Европу. В случае с Нахимовым Политбюро решило сыграть в гласность. Заместитель министра морского флота немедленно собрал пресс-конференцию и признал гибель 400 человек. Но это была дозированная хирургическая правда. Государство бросило на растерзание толпе 2 капитанов, обвинив их в халатности. Но никто не посадил чиновников, которые годами эксплуатировали гнилое списанное судно. Никто не понес ответственность за закрашенные шлюпки. И уж тем более никто не раскрыл списки так называемых неучтенных пассажиров, родственников чиновников и безбилетников, которые шли на рейс за взятки.
Реальное число жертв, возможно, навсегда останется тайной. В марте 1987 года капитаны Марков и Ткаченко получили по 15 лет колонии. Это был показательный процесс. Общество было удовлетворено. Но вот то, что не укладывается ни в какие рамки юридической логики. Осень 1992 года. Советский Союз распался. Единой правовой системы больше нет. И внезапно происходит невероятная синхронная амнистия. Президент уже независимой России Борис Ельцин подписывает указ о помиловании капитана Ткаченко. И в те же самые дни, с разницей в считанные часы, президент уже независимой Украины Леонид Кравчук милует капитана Маркова. Два независимых государства, два разных президента одновременно отпускают на свободу главных виновников самой страшной морской катастрофы в истории СССР, отсидевших лишь треть срока. Оба капитана вышли на свободу. Ткаченко сменил фамилию и сбежал в Израиль. Марков доживал свой век в Одессе. И знаете что? Ни один из них до конца своих дней не дал ни одного развернутого интервью. Они унесли тайну той ночи, тайну приказов из Одессы и тайну звонков КГБ с собой в могилу. Это было похоже на сделку. Свобода в обмен на вечное молчание. Сегодня адмирал Нахимов лежит на глубине 46 метров в Цемесской бухте. Спускаться туда запрещено. Это официальное массовое захоронение. Этот ржавый левиафан не просто жертва ошибки радара. Это жертва системы, в которой выполнение плана было важнее человеческой жизни. Системы, где статус партийного чиновника мог остановить часы порта. Системы, где коррупция маскировалась слоями белой краски на сломанных шлюпках. В ту ночь в Цемесской бухте затонул не просто старый немецкий пароход. В ту ночь утонула сама иллюзия безопасности Советской империи. А что думаете вы? Была ли 40-минутная задержка радиосигнала капитана Ткаченко попыткой согласовать легенду со спецслужбами? И почему два президента синхронно амнистировали виновников трагедии? Пишите свое мнение в комментариях. Нам очень важна ваша позиция. Подписывайтесь на канал «Код доступа», ставьте лайк и делитесь этим видео. Мы продолжаем срывать гриф «Секретно» с самых темных дел истории. Доступ разрешен. Берегите себя.